Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено установке пленки для защиты лобового стекла Clearplex. Работать мы будем с Audi Q7. По ходу процесса я буду комментировать, давать какие-то рекомендации. Я вам просто покажу тот способ, которым я сам работаю, да, который приносит мне результат. Я не знаю, насколько правильный он или неправильный. Я просто вам его покажу, а вы можете уже судить, сможете ли вы почерпнуть оттуда что-то полезное и нужное. Поехали. Так, первое, с чего мы начнем, это демонтаж всего, что нам мешает. В данном случае это вот эти молдинги вдоль лобового стекла и дворники. Я сразу советую, что лучше снимать все, что окружает лобовое стекло. Это очень облегчит вам работу и ускорит ее. Ну и вы сможете сделать это более качественно и красиво. Начинайте снимать лучше оттуда, откуда вам это удобнее. Я попробовал сверху, но, честно говоря, не очень, а снизу пошло прям сразу хорошо. Здесь дворник, так как это ВАК, такой же, как на Туареге, поэтому, в принципе, снимается хорошо. Снимаем второй. На Volkswagen'ах внизу дворника есть вот такая металлическая, не дворника, а молдинга, есть такая металлическая скобочка. Она вставляется непосредственно в крыло. Очень часто она при демонтаже молдинга куда-то улетает, поэтому будьте аккуратны. Но в принципе, если вы ее потеряете, честно говоря, молдинг от этого хуже стоять не будет. Далее мы снимаем дворники. Сразу хочу показать одну полезную вещицу, если вы будете вдруг заниматься установкой защитных пленок и часто снимать дворники. Вот такой съемничек. Он, в принципе, так и называется, съемник для дворников. Он, скажем так, иногда очень помогает, когда дворники совсем закисли, помогает их выдернуть. Но он не шибко качественный, это китайщина, они называются по-разному, там Jones Way, Force, еще как-то. Типа фирма-производитель, но все они китайские и довольно неудобные и слабенькие, но тем не менее иногда он реально выручает. Вот так он выглядит поближе, решил показать на всякий случай. Цена его где-то в среднем 500-1000 рублей. Ребят, когда снимаете дворники, запоминайте положения, в которых они стояли, чтобы потом без проблем их обратно поставить и выставить их правильно. Следующий важный момент, после того, как мы сняли дворники, необходимо передние стойки заклеить скотчем. Так как Clearplex довольно жесткий материал, он может царапать стойки прям от души. Поэтому лучше их заклеить. То есть на черной машине реально могут быть царапины неприятные. Я сам периодически про это забываю, но для видео решил вам показать, чтобы у вас был правильный пример того, как нужно это все делать. Следующий этап, мы начинаем готовить стекло. Для этого его необходимо хотя бы разик просто смыть, чтобы просто смыть со стекла там какой-то песок. Потому что если этого не сделать, то в процессе, когда мы будем скоблить его лезвием, то если песчинки попадут под лезвие, то можно поцарапать стекло. Поэтому хотя бы разочек смойте его, не поленитесь. Крышу желательно тоже зацепить, потому что на ней тоже может лежать пыль, мусор. А с Clearplex чистота деталей – это самое главное. Ребят, следующим этапом будет очистка стекла с помощью тонировочного лезвия. Это нужно делать обязательно, потому что только оно сможет тщательно и так, как нужно, подготовить стекло. Да, я сразу говорю, что
я чищу вот таким образом, то есть я начинаю от середины и двигаюсь к краям. Кто-то рекомендует чистить только вот так, то есть не делать движения назад, только вперед. Вот. Но я этого правила не придерживаюсь, и никаких проблем от этого у меня нет. Когда чистите возле крыши, ограничивайте ход лезвия пальцем, ну, чтобы случайно не поцарапать крышу, потому что здесь никаких резинок нету, и можно сразу оценить лакокрасочное покрытие лезвием. Когда стекло грязное, лезвие шуршит по нему, щелкает. Вот, соответственно, после того, как вы его почистите, лезвие уже скользит гладко по стеклу, но чувствуется, что оно чистое. После того, как мы подготовили стекло, нужно отрезать пленку. Для этого меряем, сколько нам нужно. Ну, в данном случае 160. 160 это, ну, чаще всего это хватает практически на все стекла. Касательно запасов и отступов, ну, здесь большие запасы не нужны, потому что пленка как таковая не тянется, то есть по паре сантиметров с каждой стороны будет больше, чем достаточно. Так, ребят, после того, как вы отрезали пленку, ее нужно положить на стекло. Сделать это нужно аккуратно, с пленкой Clearflex, в принципе, с другими пленками, которые предназначены для стекол, нужно делать все аккуратно, их нельзя заламывать, складывать, потому что для них это смертельно. Я вам сегодня буду показывать способ формовки на мокрую, поэтому стекло должно быть мокрым. Обязательно. Если это видео наберет, ну пускай хотя бы 10 тысяч просмотров или 3000 лайков, то я вам покажу, как все это делать на сухую. Это второй способ, которым я периодически пользуюсь, вот, но считаю, что я пока что не освоивал его в должной степени, чтобы кому-то что-то показывать и учить, но тем не менее смогу показать что-то интересное. После того, как мы положили пленку на стекло, ее нужно выставить так, чтобы не было перекосов, то есть чтобы пленка лежала относительно ровно, чтобы она не была смещена в какой-то из углов. Это важно, потому что при формовке это будет сказываться на то, как ведет себя материал. Напоминаю, что работать нужно белыми мягкими лезвиями АБ-50С, никак не черными и не обычными тонировочными АБ-50. Иначе вы будете царапать стекла, что неправильно. В данном случае я просто подрезаю пленку сначала вдоль капота, чтобы уронить ее туда, чтобы уже потом на месте подрезать, как мне нужно. Потому что ее, ну, нельзя вот так вот просто пропихнуть вниз, прожать, иначе вы ее заломаете и можете испортить. Такой небольшой совет, когда работаете с Clearflex, все обрезки старайтесь сразу выбрасывать, не разбрасывать их все под ноги, потому что он нереально скользкий и можно навернуться. Здесь я режу, опираясь на крепление, куда вставляется молдинг бокового стекла. То есть я оставляю пока что небольшой запасик, скажем так, отступ от самого стекла, ну, на всякий случай. Так, теперь после того, как мы уронили пленку вниз, можно сделать красивый ровный край, с которым мы будем работать. Для этого, ну, на большинстве современных машин, на немцах, стекло упирается в резинку. Никакого жабо здесь нет, то есть края стекла как такового нет. Поэтому, чтобы аккуратно отрезать, вы можете либо резать сразу по стеклу, по краю, да, либо можете вставить лезвие между резинкой и стеклом. Ну, это надо просто попробовать, и вы поймете. Единственное, могу посоветовать, что когда втыкаете нож между стеклом и резинкой, делайте небольшой угол в сторону стекла, чтобы не цеплять резинку, чтобы ее не резать.
После того, как мы подрезали низ стекла, его можно спустить до рабочего положения, то есть так, чтобы у нас вниз сдвинулось где-то приблизительно сантиметра полтора запаса по пленке, который мы сможем в случае чего там поджечь, подогреть, и в конечном итоге это поможет более чисто сделать стекло. И теперь мы можем подрезать верх и вторую боковину. Вот здесь сверху резать сразу по стеклу не нужно. Здесь мы режем как бы вдоль крыши, оставляя, опять же, где-то чуть меньше сантиметра, потому что запас снизу у нас достаточный. Так, после того, как мы подрезали все края, еще раз подбрызгаем шампунь, раствор под пленку, чтобы она лучше скользила, потому что нам сейчас ее придется двигать. Вот, если стекло будет сухое, то пленка скользить не будет, вы будете терять время и мучиться при попытках ее куда-то либо сдвинуть. Так, сначала мы будем работать с верхним краем, поэтому сдвигаем пленку вниз и делаем так, чтобы пленка была короче, чем стекло, где-то на сантиметр хотя бы. После того, как мы сдвинули пленку вниз, необходимо ее растянуть по H-схеме. Тонировщики знают, что это такое. То есть нужно как бы нарисовать букву H, убрав все боковые складки, которые есть, либо вверх, либо вниз. Всегда приоритет отдавайте вниз, то есть на низ можно всегда уводить больше складок, потому что здесь пленки больше, этот край длиннее, чем этот край стекла. Соответственно, здесь возможностей для формовки больше. Это стекло несложное, здесь на самом деле это не так важно, но я как бы общий принцип покажу. Вот, для этого сначала прожимаем один край, так, чтобы не было никаких боковых стрелок вот здесь. Вот, прожимаем где-то сантиметров 15-20. Все. Так, после того, как мы прикатали тот край, нужно пленку немножко потянуть на себя, но ее нужно именно натянуть. То есть вы должны чувствовать, что вы не двигаете всю пленку, а именно подтягиваете, то есть она там держится. Вот, вы чуть-чуть ее подтянули, прокатываете серединку и убираете боковые складки либо вверх, либо вниз. И здесь повторяете то же самое, тоже прокатываете вот эти первые 15-20 сантиметров. Все, сбоку никаких складок нет, теперь мы можем работать с верхним краем. Итак, ребят, теперь мы можем начинать приступать к формовке стекла. Всегда старайтесь крупные стрелки разбивать на более мелкие. Вот таким вот образом. Во-первых, чем мельче складка, тем легче с ней работать. Чаще всего. И, соответственно, меньше риск ошибиться и что-то испортить. Греть стрелки нужно снизу, вернее, то, как работать со стрелками, есть масса вариантов. Если вы будете этим заниматься, вы поймете, что на самом деле не имеет значения, в какую сторону греть, то есть сверху вниз, снизу вверх. Каждый это сможет делать так, как ему удобней. Я работаю от широкой части к узкой. Самое главное прогревать вот этот край. Именно он дает возможность стрелке лечь, сложиться, да, и тем самым принять форму стекла.
Так, ну, формовка верхнего края, в принципе, закончена, первичная. То есть из-за того, что стекло несложное, складки убираются очень быстро. Теперь можно переходить к нижнему краю. Для этого мы еще раз поднимаем пленку, промачиваем поверхность стекла и сдвигаем ее наверх. Так, чтобы у нас, опять же, пленка была короче, чем стекло, то есть был отступ, ну, где-то приблизительно сантиметр. Вот такая картина у нас должна получиться, видите, да, то есть вот здесь вот стекло, здесь край пленки. Это обязательно должно быть, иначе, когда вы будете прогревать край, если у вас край будет вровень со стеклом, то ну, он будет себя не очень правильно и некрасиво вести по отношению к вам, будет вам мешать. Так, прежде чем начать работать с нижним краем стекла, нужно повторить ту процедуру, которую мы делали с верхним краем, то есть нужно сделать вот эту H-схему, да, то есть края стекла, бока стекла растянуть, да, и подтянуть само стекло. Но для этого нужно сначала еще убрать вот эти складки, которые есть сверху, да, то есть мы их сдвигаем вниз, все, что у нас не отформовано, оно должно уйти вниз. Прожимаем первые 15-20 сантиметров, подтягиваем пленку на себя немножко, прожимаем серединку, не забываем убрать сверху лишние складки и прожимаем края. Все, теперь можно работать с нижним краем. Итак, ребят, у нас нижний край стекла отформован, верхний край стекла тоже отформован. Сейчас необходимо сдвинуть пленку в некое такое среднее положение, скажем так, то, как она будет установлена, ну, условно. Все разгладить еще раз и посмотреть, остались ли у нас какие-то напряжения на стекле, на пленке, какие-то недоформованные части. То, что вот наверху есть небольшие складочки, это пока что не важно, потому что стекло лежит, скажем так, не в той позиции, в которой оно будет устанавливаться, оно сейчас сдвинуто вверх. Вот, я сейчас его еще раз пролью, еще раз растяну, раскатаю полностью, посмотрю, насколько оно приняло форму, подрежу отступы по краям, которые сейчас мешаются, вот, и уже будет понятно, насколько мы отформовали стекло. Итак, ребят, я прокатал стекло, вернее пленку. Видно, да, что по краям никаких складок нету, никаких стрелок нету. Это значит, что мы смогли повторить пленкой форму стекла, ну, можно сказать, на 100%. Это именно то, что нам нужно. То есть вообще вся задача в работе с клеарплексом или неважно с какими бронировочными пленками, повторить форму стекла. Чем лучше вы это сделаете, чем меньше будет напряжения на краю стекла, тем лучше пленка будет сидеть и больше гарантий того, что она никогда не отклеится. Соответственно, вот моя задача была вам показать такую идеальную картинку, как это должно быть. Сейчас покажу поближе. Вот видно, да, что внизу стекла все хорошо лежит, по краям никаких складок нету, сверху тоже все лежит. Вот к такой картинке вы должны прийти, когда формуете пленки, такие как Clearplex. Сейчас я буду уже подрезать материал в чистовую, чтобы потом его уже непосредственно инсталлировать.